Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами время приятно проведем и подсказки вы какие-то получите. А кроме того, я оставлю ссылку в описании под видео в инфобоксе на свой сайт. Там у меня статья «Планетарный гороскоп на май 2024 года». Зайдите, прочитайте. Прочитайте по асценденту. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И не всегда мы знаем, где вот как раз эту подсказку получить. И я думаю, тоже вы для себя что-то полезное почерпнете. Добрый месяц май для вас особенно, мои дорогие водолеи. И поэтому что-то не прошляпить будет важным. И не расслабиться где-то, это тоже имеет смысл, потому что когда у нас наступает какой-то период, ну, даже относительного спокойствия, всегда хочется так немножко вздохнуть, а чаще-то как раз нужно прибавить шагу в этот период. Ну, мы идем дальше. Ладно, давайте узнаем, что же карты вам подскажут. Первая карта в нашем традиционном еженедельном прогнозе. Что важно знать для вас, мои дорогие водолеи? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что будет радовать? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег, финансы. Личная жизнь, как видят карты. Итак, что же важно? Семья, любовь, гармония, радость, благополучие, счастье. Вот все то, что со знаком плюс по десятке кубков, здесь все по максимуму. Личная жизнь. Уделить внимание личной жизни, даже для тех, кто один или одна. Конечно, карта может говорить известия от детей, от родственников или вопросы, связанные со сменой места жительства. Здесь многогранная карта, не только эмоции, а еще и все то, что принадлежит слову благополучие. Вообще приятная неделя. Больше каких-то бонусов. Ну, давайте мы посмотрим, что же в неожиданностях. Любовь. Мои дорогие водолеи, те, кто, правда, один или одна, прекрасное время, используйте его, как запустить какой-то проект, с кем-то помириться или откликнитесь, если вам предложат путешествие. Или откликнитесь на то, что вам предложат, может быть, просто прогулку. Или захотят с вами познакомиться. Сами познакомьтесь, мои дорогие, если видите, что вас заинтересовала какая-то персона. Не будьте ну, где-то закрыты от мира. Все-таки карта дуальности. Посмотрите, какие две замечательные карты. Можно сказать, у вас счастье в кармане, радости на пороге. Ну, конечно, все зависит от нас. И если мы закрылись от мира, ну, где ж нас счастье найдет? Нам, как минимум, нужно выйти судьбе навстречу. Самые приятные какие-то моменты на этой неделе. Чему сейчас не время? По этой карте скорость проходит или какие-то наши быстрые действия. Карта говорит о наращивании темпа, но, видимо, не на этой неделе. Все же позиции, чему сейчас не время. Или ускорять самих себя, торопить к чему-то. Или построить себе какую-то концепцию, когда вот я должна сделать вот в эти сроки что-то, то-то, 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 да, распланировать. А тут как-то может пойти в сторону эмоций эта неделя или энергетика этой недели и переключит вас на вопросы вашего личного счастья или знакомство с новым человеком или развитие отношений. Может быть, это знакомство состоялось прежде или есть тот человек, который к вам относится искренне, понимает вас с полуслова. И тогда, ну, посвятите внимание вот именно тому, что просит ваша душа. Не кто-то вас к чему-то призывает, а то, что хотите вы, мои дорогие водолеи. У кого-то это и творчество, развитие собственного проекта. Ну, все то, что вам приносит, знаете, как легкость в общении, то, что вас делает счастливым, то, что вам создает хорошее настроение. Вот этому уделить внимание на этой неделе. И не торопиться. Тут все у вас придет в свое время. Что вам помогает?
новые отношения, может быть и так. У кого-то знакомство с важным человеком. Или это есть такой момент, все-таки десятка кубков у нас выпадает, и это всегда значение семьи. И даже в тех отношениях, когда вы не достигли взаимопонимания, или вы не смогли примириться, договориться, перевести отношения на новый уровень, когда есть возможность закопать топор войны, когда есть возможность увидеть, услышать друг друга тоже как-то по-новому, воспринять друг друга по-новому. Есть такой момент по этой карте, это в позиции, что вам помогает. В одной из колод карта дурака или карта шута, она называется «Хаос перед началом творения». И вот какой-то хаос нам еще предстоит организовать только. Но что помогает? Когда мы не создаем себе каких-то наперед коллизий, не выстраиваем какую-то сложную концепцию, когда мы более легки на подъем, когда мы допускаем что-то иррациональное, это по вашей части, и открыты всему новому, открыты миру, новым возможностям. Прекрасная карта. Но помогает также, когда надеемся сами на себя. Все-таки не сглупить определенно стоит. И значит, какое-то рациональное решение вам придется принимать на этой неделе, как ни крути. Причем осмотрительное, да. Вы должны какое-то себе, для самих себя должны. Все же эта карта справедливость. Это всегда есть причина и следствие. Все должно согласовываться с законом. Причем буквально не должно быть так, что мы чего-то сейчас делаем в попыхах, кстати, и думаем, надеемся на авось, что потом какая-то тема, она разберется. Или я что-нибудь придумаю. Нет, мои дорогие, вот здесь нужно договариваться на берегу. Или для себя прояснить какие-то отношения. Что-то расставить по местам. Потому что причина и следствие, как мы поступим сегодня, так откликнется завтра. Или, может быть, какая-то история, которая была связана с прошлым, она может откликаться сегодня. И в зависимости от того, как мы поступили, то мы где-то и получаем. И закон причины и следствия. Если вы прежде кому-то помогали, пусть руками других людей, пространство, Вселенная теперь помогает вам. Но все же я бы сказала, что скрыто, ведь это карта законной власти, традиций, порядка, каких-то регулировок или подзаконных актов, и у вас не должно быть противоречий с законом. Вот не должно быть того, что вам осложнит жизнь буквально через какой-то либо период времени, либо как-то, может проиграться для вас с последующим обнародованием какого-то факта. Вот часто бывает по этой карте, когда мы узнаем какую-то новость внезапно, в последующий период жизни, а теперь мы уверены, что оно все как-то разберется. Так вот, подобных каких-то ситуаций наперед важно себе не создать, ведь эта карта у вас выпадает в позиции, что скрыто. Идем дальше. Дело, работа, бизнес – это где-то ваши энергии, ваша карта, король мечей, и не важно, что меня смотрят мужчины или девочки, быть более рациональному, хладнокровно решить вопросы какие-то, может быть, по части личной жизни для кого-то из вас придется. Оформлять отношения, может быть, придется здесь у каждого по-своему. Рядом у нас аркан справедливость. И для кого-то из вас могут проиграть вопросы, связанные с судом, разбирательствами, и придется прибегнуть к помощи, может быть, адвоката, юриста, чтобы четко понимать, как работает в отношении вас закон. И говоря о карте старшего аркана «Справедливость», причины и следствия, я упомянула об этом, поэтому не должно быть просчета, мои дорогие водолеи. Не рискуйте собой, ни своим положением в обществе или своим добрым именем. Рационально, может быть, придется подойти к решению вопроса и по работе, и с кем-то договариваться, или по личной жизни какие-то договоренности строить. Иногда по королю мечей проходят буквально еще и врачи, и кто-то из вас пойдет проходить обследование для того, чтобы о себе тоже узнать что-то более конкретное. Вот разные направления совершенно по этой карте идут, но объединяет одно – рационализм, логика и есть какая-то конкретика, когда нужно
провести какие-то либо согласования, либо организацию собственной жизни в том ключе, когда она согласуется с законом или с правилами, регулировками. Здесь нельзя понадеяться на авось. Вот это будьте внимательны. Но это то, что вы задумали. Что же по финансам? По финансам пятерка жезлов. Я называю эту карту информационного хаоса. Может быть, по финансам такая разрозненная информация. Может быть, какая-то еще неопределенность, как это будет на последующий период времени. И поэтому, если вам нужно провести финансовые согласования с конкретным человеком, решайте то, что по закону. Подписывайте документы, читайте документы. У кого-то могут пройти важные договоренности в банке. Тогда читайте то, что крупным шрифтом и мелким написано. Не поставьте себя, опять же, под угрозу. По пятерке жезлов мы всегда можем из желания быстрее завершить какое-то дело, или нам могут преподать какую-то информацию как единственную истинную, и мы на что-то можем согласиться, а на самом деле нет, истина будет рядом. Поэтому точно быть рациональным, и вот из этого информационного хаоса, даже пусть это касается финансов, вам нужно выделить рациональное зерно. Логика ваша, она вам помогает решать вопросы, все то, что касается денег и документов, работы, оформлений и так далее. Что же в личной жизни? Есть какое-то разочарование, но это карта не теперешнего, настоящего. Всегда это карта, прежняя ситуация, которая была со знаком минус. И тогда у нас первая карта выпадает десятка кубков. Не вспоминай прошлое, не ориентируйся на те отношения, которые были у тебя когда-то и от которых пришлось горевать, или после которых ты долгое время приходила в себя. То, что вас разочаровывало, правда, у кого-то предательство, или для кого-то из вас могла быть потеря близкого по разной причине. Меня смотрят люди из разных стран. И тогда тоже не нужно себе ставить какие-то ограничения. Вот какая бы у вас сейчас личная история ни была, мои дорогие водолеи, первые две карты говорят, просто кричат о том, что отстрой свое благополучие, свою личную жизнь в совершенно другом ключе. Не опирайся на те свои переживания, которые были в прошлом. Организуй как-то свою жизнь по-новому. Наполни ее новым вдохновением, новой любовью. Наполни ее новыми планами, новым творчеством, новыми мечтами, какими-то проектами. Но самое главное, не оглядывайся назад. Да, прошлый период сделал тебя сильнее, но это не значит, что ты должен на себе ставить точку или вспоминать бесконечно. Иногда, обжегшись на молоке, мы дуем на воду и пускаем какой-то очень хороший шанс вот здесь для вас создать семью. Любить и быть любимым или любимой, когда вы будете просто счастливы. Почему-то на этой неделе личная жизнь в центре внимания. Но и, в принципе, ваша сильная позиция. Наверное, вот этот аркан, какую-то вашу концепцию на последующий период жизни вам приглашает, вас, точнее, мои дорогие водолеи, организовать по-новому. И если мы сказали хаос перед началом творения, и он помогает, то в дальнейшем это организация как раз из этого хаоса создать новый порядок жизни, который, может быть, совершенно не будет похож на какой-то предыдущий, но отчасти будет согласовываться с законом. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, и будьте любимы всегда.